Оказывается, будущим можно управлять, но это управление будущим возможно только в виде того, что человек начинает одерживать веру в то, что оно возможно. И в случае, если человек имеет такую веру, то он должен ее программировать. И программирование может происходить двумя этапами. Первый этап – словом «скоро». Почему? Если человек каждый день говорит себе, что скоро у меня будет много денег, то тогда в будущем у него будут деньги. Никогда нельзя совершать ошибки и говорить, что у меня уже есть деньги. Почему? Наше сознание воспринимает это как элемент утверждения, и после этого в будущем нам ничего не дается. Потому что такой элемент утверждения делает синкопу в нашем сознании, и у нас исчезает желание чего-либо в жизни достигать. Получается, если у нас уже это есть, то тогда это в нашей жизни уже не возникнет. Таким образом, если вы будете использовать слово «скоро у меня будет», тогда это будет вера в то, что у вас это скоро будет. Также я могу вам сказать, что если вы хотите, чтобы у вас это все-таки произошло, то делайте так. Перед словом «скоро» обязательно ставьте слово «ура». Объясню почему. Дело в том, что у нас есть короткие программы и длинные программы. Короткие программы – это слово, допустим, «скоро у меня будет много денег». После этого я ставлю запятую и говорю «да будет так». Так вот, скоро у меня будет много денег – это та программа, которая будет работать одни сутки. И до вечера она закроется. А да будет так, будет работать в моем энергетическом коконе еще полгода. Таким образом, вы представляете, я сижу, а вокруг меня все время работает программа «да будет так, да будет так». И тут же вопрос, что будет так? А это называется засорение мыслеформами или засорение мыслеобразами своего энергетического кокона. Таким образом, в случае, если я буду произносить «ура», запятая, «скоро у меня будет много денег», то тогда я делаю вот что. Слово «ура» – это слово эмоция, которая будет у меня на протяжении моего целого дня, а скоро будет много денег – это та программа, которая будет работать со мной на протяжении полгода. Ну, как интересно, оказывается. Как закрыть такую программу? В случае, если вы скажете «ура», скоро у меня будет много денег, запятая, аминь, то после этого третье слово после третьей запятой уничтожает первое и вторую фразу, которую я сказал перед этим. Понятно? Если вы хотите научиться управлять своим будущим, то делайте, как я вас обучу. Каждое утро просыпайтесь и говорите «ура». Нужно рассматривать проблемы внешнего как проблемы, которые имеют первопричину в вашем внутреннем мире. Вы представляете? Вас никто не видит, это значит, вы ни на кого не обращаете внимания. Вас не любит муж, потому что вы не любите этого человека. Сегодня женщина написала письмо, и в этом письме написала: раньше я любила этого, потом любила этого, потом любила этого, а сегодня мне написала: вот вы ни в чем не правы, я вообще никого никогда не любила. Но зачем ты до этого писала 3 письма, что любила этого, зачем это все нужно было? Никто, муж не любит, это говорит о том, что в середине себя человек не любит себя, возможно, не любит этого мужа. Почему? Не бывает проблем, которые возникают только с одной стороны. Таких проблем не существует. Не бывает такого, что женщина говорит: меня муж не любит, а я ему всю свою жизнь отдаю. Нет, проблема возникает как раз от того, что в середине женщина или мужчина не любят свою жену. Обычно скандалят уже те, кто чувствует сильнее. Вы представляете? Так уж бывает. Мужчина с женщиной начинает жить, и после этого мужчина начинает проявлять претензии к этой женщине. Ты не такая, ты мне не нравишься, ноги у тебя не такие, волосы не такие. Почему это происходит? Это происходит только потому, что этот мужчина или эта женщина, скорее всего, в середине не любит этого мужчину. Вы представляете? Вот здесь кроется первопричина. Почему? Потому что отражение внешнего мира отражает наш внутренний мир. Вот так это устроено. Человек видит только модных людей вокруг себя. Как это можно объяснить? Вокруг себя вы видите только модных людей. Почему? Потому что вы очень часто себя позиционируете внутренне как очень модный человек. Вы видите только несчастных людей, хотите, чтобы вас жалели все, потому что вы себя позиционируете при других условиях как очень несчастного человека. У меня была история такая, человек говорит:
Вокруг меня только одна быдлота, все вокруг только плохие, я их ненавижу. Как так получается, что вокруг только тупые, идиоты, какая-то одна быдлота? И после этого я ему говорю: послушай, вот сейчас ты мне произносишь это и относишься ко мне неуважительно. Таким образом, произнося это, ты открываешь свой внутренний мир. То есть ты привык, видимо, так общаться со своими близкими, не проявляешь никакого уважения к своим близким или даже к себе, и после этого рядом с тобой появляются вот такие люди. Почему я часто говорю, не смотрите в интернете ругательственные выступления, не смотрите людей, которые высказываются очень плохо в чей-то адрес. Почему? Оказывается, что слушать кого-то является еще элементом быть участником этого. Поэтому, если вы смотрите видео, в котором кто-то постоянно матом ругается, вы становитесь тем же человеком, который ругается матом. Поэтому вы открываете свой внутренний мир, и дальше рядом с вами будут появляться люди, которые будут ругаться матом, хотя вы этого и не делали. Вы представляете? Когда вы будете смотреть, как кто-то боится в интернете, то вы со временем начнете видеть, что рядом с вами будет находиться кто-то, кто вас боится. Вы представляете? На вас обижаются люди, это говорит о том, что вы на кого-то обижаетесь. Вокруг одни идиоты, когда последний раз вы читали что-либо дома. Да, то есть вокруг одни идиоты, я не вижу ни одного умного человека. Поставьте равняется и дальше скажите себе: когда последний раз я читала книги? Какая последняя литература вообще появлялась в моей жизни? И вообще, когда последний раз я развивалась? То есть читала книги, повторяла, может быть, какие-то заученные тексты. Откуда же появятся умные люди? Правильно? Эта подружка когда-то говорит мне: Андрей Андреевич, у меня есть человек, который постоянно является конкурентом для меня. Андрей Андреевич, вы бы могли так пошаманить, чтобы он сдох, собака? Я его так ненавижу, он уже задолбал. Пусть он сдохнет, собака, вообще. Или меня научите, я буду целую ночь работать и днем, и ночью. Я говорю: а сколько вы готовы за это заплатить? Она говорит: я готова за это заплатить 10 тысяч долларов. Если вы будете вот работать с ним, и он уйдет с рынка, пусть заболеет, пусть ему ноги выкрутит, ноги поломает, пусть он от сердечного приступа его разобьет, парализует, и пусть он дома лежит, чтобы не занимался бизнесом. Говорит: я за это заплатю 10 тысяч долларов. Я ей говорю: послушайте, а сколько вы сейчас вкладываете в свой личный бизнес денег? Она говорит: ну так он уже работает, что в него вкладывать? Я говорю: так возьмите и вложите в этот бизнес денег столько, чтобы быть вне конкуренции с этим человеком. Скажите, это разумно? У нее такой ступор был. Она говорит: так давайте мы ему ноги. Я говорю: давай еще раз. 10 тысяч долларов вложи в свой бизнес. Ну, мне некуда, у меня и так все работает. Ну, купи новую машину. Ты же на старых машинах ездишь. Они все время ломаются, их надо все время ремонтировать. Купи новую машину. Нет. Почему? Ну ладно, хорошо, вы мне не скажете. Нет, конечно, не скажу. Я людей не ломаю, я их созидаю. И после этого она говорит: эх, зря. Я говорю: очень зря вы так думаете, разрушающе. Потому что думать разрушающе плохо. Почему? Нужно думать созидающе, а не разрушающе. Понимаете? Созидающе. Я считаю, что в случае, если у меня, вот как у меня вообще начиналось, появился один враг, который начал распространять курсы, появился другой враг, который начал распространять курсы, а я на этом зарабатываю деньги. И я подумал: надо же, я должен этих людей объединить. Почему? Потому что -1 плюс -1 равняется +1, да? Получается, если я их объединю между собой, тогда что я должен сделать? Сделать этих людей своими партнерами. Правильно, да? После этого я начал им говорить: если вы хотите, вы можете быть моими партнерами, а для удобства вот и программа. И после этого эти люди стали моими партнерами, представляете? Поэтому, когда кто-то там распространяет, я обычно пишу сразу же письмо: не нужно вам воровать, вам же придется с этим жить. Зарабатывайте вместе со мной, раз вы хотите стать моим партнером. И вам будет приятнее, и мне будет легче в жизни, правильно? Поэтому зачем? Ты все равно заработаешь, ну, те же самые деньги. Так бы ты написал те же письма, и люди бы согласились купить эти курсы. А так один купит, скорее всего, и 1000 пошлют, понимаете? А те, которые пошлют, изменят карму. А там детки могут расти, еще что-то, правильно?
Поэтому зачем нарушать закон кармы, если можно быть партнером? И некоторые из них переходят на светлую сторону и говорят потом, а как записаться в партнерскую программу? Вот тебе партнерская программа, не надо воровать, можно зарабатывать. Знаете, человеку иногда кажется, что своровать легче. Нет, нет. Вор тоже работает. Не напрасно я придумал пословицу такую от Дуйка, которая звучит так. У вора всегда работа есть, знаете. Почему? Потому что он без работы не остается. Почему? Потому что вор без работы не будет. Особенность такая. Он работает на то, чтобы воровать. У него работа всегда есть, понимаете. Это у обыкновенных людей, которые живут обыкновенной жизнью. У них может работы не быть. А у вора всегда может быть работа. Поэтому ему тяжело живется. Он вынужден все время работать. Тем и отличается вор от невора тем, что обыкновенный человек это человек, который умудряется отдыхать. Вор никогда не отдыхает, он вынужден всегда работать. Ему хуже, чем обычному человеку. Это не важно. Деньги, полученные по глупости, спускаются по глупости, понимаете? Это такая особенность нашей жизни. Эти законы, их никто не отменял, они просто существуют. Дурные деньги дают только дуракам. Или безумные деньги дают только безумцам. Тогда, если хочешь, чтобы у тебя были безумные деньги, что нужно сделать? Стать безумцем, да. Если там дурные деньги, там выиграть в лотерею дурные деньги. Если ты их по-дурному можешь потратить, тогда ты, скорее всего, эти дурные деньги выиграешь. А если ты умный человек, то шансов никаких. Когда у вас появляются панические атаки, депрессивные эпизоды, страхи, я очень рекомендую использовать следующую медитацию. В случае, если у человека есть нервозное состояние, он никак не может успокоиться, у него ничего не получается, я могу предложить использовать следующую медитацию, которая очень часто используется профессиональными тренерами наших детей, которые обучаются в садике, они их воспитывают, ну я их назвал тренерами, а не воспитателями, то есть они воспитывают в них рефлексы, воспитывают у них внутреннее, там воспитывают душу и воспитывают сознание. Что они делают с нашими детьми, если они не слушаются? Они их ставят в угол, согласны? То есть они их ставят в угол. В тот момент, когда у вас появляются панические атаки, депрессивные эпизоды, страхи, я очень рекомендую использовать следующую медитацию. Необходимо положить пуфик, коврик, подушечку, сложенный шарфик, я не знаю, там какую-нибудь одежду. На нее необходимо присесть прямо так, чтобы сидеть, глядя в угол. Сидите в таком углу и смотрите на вот эту прямую линию, которую вы там видите. Начинайте с 1 минуты, доходите до 5 или до 7 минут. По максимуму можете находиться 20 минут вот в таком углу. И я вам обещаю, сделайте это всего лишь 7 дней. Ваши страхи ночные исчезнут. Ваши состояния, панические атаки, депрессивные эпизоды исчезнут, состояние невроза исчезнет. Могу сказать, что это одна из самых удивительных и лучших медитаций, которую когда-либо придумали воспитатели в саду. Поэтому и детей ставят. Почему это происходит, я вчера объяснял в своем новом семинаре, который называется «Асаны Дуйко» на все случаи жизни. Давайте сейчас совместно представим, что бы было, если бы у нас мгновенно все бы появилось. Вот то, о чем мы мечтаем, у нас бы это появилось с излишком, и у нас бы было там большой доход, стабильный, нам не пришлось бы работать, у наших детей бы там все было бы тоже, в общем-то, досконально и совершенно, и не было бы в нашей жизни никаких проблем. Скажите, мы были бы счастливыми? Я вам хочу ответить. Скорее всего, это бы привело нас к тому, что у нас появилась бы апатия и появилось бы ощущение, как будто жизнь бессмысленна. Также появились бы, наверное, какие-нибудь претензии к близким, а также нам хотелось бы где-то темного чего-то. То есть так жизнь устроена, что чем белее белое, тем темнее черное. И хотелось бы, ну, наверное, не знаю, развлечений дополнительных, как об этом говорят те люди, которые добиваются всего при своей жизни. То есть они скатываются на самом деле. Почему? Как устроены высшие силы?
Высшие силы устроены по принципу создавать для человека преграды и трудности. Создавая преграды и трудности, из человека делают высокодуховное существо. И здесь у человека есть двойной выбор. Первый выбор на уровне груди. Если человек радуется, счастлив, у него наслаждение, то эти трудности он преодолевает, и они поднимают его духовный уровень. Чем выше духовный уровень человека, тем он богаче. Или опускает его духовный уровень, то есть человек, имея преграды или имея какие-то проблемы, он начинает падать. То есть у него появляется озабоченность, он начинает ненавидеть кого-то, критиковать, кого-нибудь обвиняет, ищет поводы для того, чтобы объяснить несостоятельность, то есть по-другому обвиняет себя и так далее. То есть он начинает падать ниже чувства радости. Когда он падает ниже чувства радости, в этом случае появляется заболевание. Если он поднимается выше чувства радости, и он становится воодухотворенным, у него появляется высокая духовность, доброта, тотальное везение. Я рекомендую двигаться от груди и выше. Таким образом мы сможем развить у себя элемент высокой духовности. Именно поэтому я часто говорю, не стоит обращаться к высшим силам. Так как высшие силы для человека, который падает, могут создать плохие условия для жизни. То есть не изменив свое состояние чувств, а я уже говорил, что мы чувствуем, то с нами и происходит, не изменив свое качество чувств и не поменяв их состояние радости, наслаждения и удовольствия, человек может скатиться вниз. То есть обязательно будут условия или трудности, которые заставят человека шевелиться. Если бы он радовался на протяжении жизни или на протяжении всего этого времени и не заморачивался бы на этих трудностях, то он выходил бы на новые уровни. А так как он заморачивается, то он начинает падать и появляется болезнь. Именно поэтому я часто говорю, друзья мои, сосредоточьтесь именно на своих чувствах. Это в нашем данном вебинаре или в нашем данном марафоне является ключевой такой идеей, которую не стоит отбрасывать и на которую стоит тотально обратить внимание. Коды кодами, а чувства чувствами. Именно поэтому там не хватает денег, мало чувств радости. Я обратилась к Богу, там Святой Троице молилась и так далее. Почему же все скатилось? Не хватило радости, а трудности дал тебе Бог. Бог создан для того, чтобы создавать трудности, которые приведут человека к состоянию духовности. Или к состоянию развала, чтобы в следующей жизни иметь возможность добиться состояния духовности. Деньги просто так не достаются. А я хочу вам сказать немножечко по-другому. Чем ниже и чем менее духовен человек, чем сильнее он падает и чем больше он раздражается, нервничает и переживает, тем ему сложнее зарабатывать деньги. А чем больше у него состояние возвышенного, чем больше у него радости, тем легче ему зарабатывать деньги. Поэтому вы знаете теперь путь. А то ничто не дается даром, вы ошибаетесь. Развивайте духовность и будет с неба падать. Я просто гарантирую на 100%. Это один из таких путей, о котором вам никто совершенно никогда в жизни не расскажет, не рассказывал и, наверное, не найдется таких людей. Это исключительно через призму огромного человеколюбия, которое я проявляю по отношению к людям, я даю им вот такие знания. И это хорошо, что немного людей подключается к нам. Почему? Мир должен быть гармоничным. И в нашей гармонии нашего мира, зная эти тайны, которые у нас есть, используя эти тайны, мы будем всегда очень везучими, всегда будем очень богатыми, всегда будем очень необычными. Всегда нам будет легко даваться. Почему? Мы эзотерики. Поэтому нам, эзотерикам, нужно жить по-другому. А обычные люди, конечно же, всегда будут говорить, что нужно, деньги просто так не даются, это все очень тяжело. Да, обычным людям, да, эзотерикам нет. И вы знаете теперь самый основной эзотерический секрет. Камни притягивают удачу. Итак, если вы хотите, чтобы вы были всегда молодыми и красивыми, носите рубины.
Если вы хотите всегда быть, есть рубины темные, красные, есть рубины светло-красные, малиновые. Если вы хотите быть долго молодой, долго красивой и худой, носите светлые, малиновые рубины. Их найти очень сложно. Если вы будете носить темные, красные рубины, то тогда вы будете очень долго хорошо себя чувствовать, и на вас влияния негативного не будет. Также красные рубины привлекают в жизнь материальное благополучие. Это только для женщин. Мужчины не должны носить красные камни. Почему? Это приводит мужчин к импотенции. Ужас какой, представляете? К импотенции. Что увеличивает мужскую силу мужчины, а также силу ума и так далее. Мужчине нужно носить золото, причем чем больше, тем лучше. Не напрасно, когда мужчина одевает на себя золото, он почему-то очень притягивает взгляды женщин, а также женщины начинают обращать на такого мужчину внимание. Почему? Это не связано со стоимостью золота, это связано с качеством энергии, потому что энергия золота – это мужская энергия, она очень притягивает в жизнь мужчины любовь, материальное благополучие и так далее. Мужчины, советую, носите золото. Дальше, женщины, нужно ли носить серебро? Нет. Женщине нужно носить белое золото, потому что за счет белого золота женщина становится умнее, красивее. Золото для людей создано. Если человек носит толстое серебро, он становится мнительным, подозрительным, внутренне жестоким, может быть немножечко переживательным и так далее. Но я не противник серебра. За счет серебра человек может жить дольше, потому что это увеличивает золотой купюрой доллар. Положите ее вот так перед собой и скажите себе, рисуйте плюсик над ней и говорите, пусть в жизни прибавляются квартиры, пусть в жизни прибавляется имущество, плюс в жизни прибавляются деньги. Разверните другой стороной. Пусть в жизни прибавляются поклонники, только плюсы рисуйте. Представляя, будто рядом с этой купюрой идет плюс. Плюс в жизни, пусть в жизни появляются там машины, пусть в жизни появляется большое количество доходов. Поняли? После этого берете эту купюру, дуете на нее с одной стороны, с другой стороны ложите в кошелек. Обычно используют купюру $1, $2 и $100. У меня была Ира когда-то, она доктор медицинских наук. Жила замужем, когда муж умер, то оказалось, что она со своим докторством и со своей медициной, кроме мужа, который являлся руководителем отделения в медицинском институте, проректором, и оказалось, что кроме мужа она вообще никому не нужна была. И после этого она оказалась на улице с высшим медицинским образованием, с докторской диссертацией защищенной, на пенсии, я извиняюсь, $200, и в очень плохих отношениях со всем медицинским факультетом, потому что пока муж жил, его обожали, как умер, то начали вспоминать, какой он был негодяй. И после этого оказалось, что она никому не нужна. Она приехала ко мне, ее зовут Ира, и говорит мне, Андрей Андреевич, чем мне заниматься? Я говорю, научитесь работать массажистом и делать лазером эпиляцию. Она говорит, то, что вы говорите, это вообще это нереально. Я всю жизнь занималась наукой. Я говорю, Ира, ты пропадешь. После этого Ира сначала стала сама делать массажи, заниматься сама эпиляцией. Потом открыла на Поздняках в городе Киеве салон. Сейчас этот салон имеет уже 4 этажа. И Ира там появляется 1 раз в 1 год, и на нее работает 100 человек. Почему? Потому что она начинала это делать сама своими руками по чуть-чуть. Она не заставляла, она не хотела денег с неба. И будем ли зарабатывать много денег? Начните, вы не с того начинайте, начните зарабатывать мало. Потому что для того, чтобы зарабатывать много, нужно сначала зарабатывать мало. А если у вас сразу моя миссия зарабатывать много, то не будет этого. Сначала человек зарабатывает по чуть-чуть, потом еще по чуть-чуть, потом больше, потом еще больше, потом много. Потом совсем много, потом много, как никогда. Вот так. А когда моя миссия, я хочу, какая миссия вообще? О какой миссии вы пишете? На должности повысили. Недавно признался, что изменяет несколько лет и предложил развод. Как правильно практиковать коды с пользой? Отвечаю. Начните ему говорить, надо же, такой молодец, ты на 2 семьи, можно ли мне познакомиться с этой женщиной и так далее. После этого говорите,
начните говорить, как я научу. Узнав об этом, когда предложит вам развод, что нужно говорить? Необходимо говорить следующие слова. Я так тебе во всем благодарна. Ты такой молодец. И у нас благодаря тебе наша жизнь хорошая. И наши дети... Начните ему вспоминать ценности и все хорошее, что он дал. Вот смотрите, у меня была такая ситуация. Женщина приходит и говорит, муж забирает у меня детей. И говорит, скорее всего заберет, у меня суд. Что мне нужно делать? Я ей говорю, когда суд начнется, и тебе дадут слово, чтобы ты выступала, начни говорить, я очень благодарна этому человеку. Он всю жизнь заботился обо мне, о моих детях. Мы выросли здоровыми. Он меня никогда ни в чем не обвинял. Я всегда верила ему. Я его до сих пор люблю. И мое сердце к нему только чтобы он вернулся и начал со мной жить. Вот она это сказала, ей отдали детей, отдали имущество. Потом он приехал и говорит, ты правду говорила? Она говорит, правду, я действительно хорошо отношусь, я тебе благодарна. Он говорит, что ж ты молчала столько времени? Почему? Для многих женщин то, что они делают, они видят, это особенность женщины. Но то, что для вас делает мужчина, это для вас иногда как само собой подразумевающее. То, что он несет, допустим, деньги, отдает семье, это не важно. А то, что вот там кто-то там стирает рубашки, важно, понимаете? Очень часто женщины считают, а мужчины просто это те люди, которые обычно не говорят этого. Они не приспособлены к тому, чтобы это объявлять. Женщина, может, рубашку постирала, там, с детей накормила и так далее. Мужчина этого не делает, он просто живет по-другому. Это особенность большинства мужчин. И женщины после этого не понимают, что если человека этого не станет, то они на самом деле потеряют. А ведь если рассмотреть, то мужчина же что-то хоть делал хорошего в жизни. Тепло создавал, когда спал по ночам с вами. Храпел, отгоняя злых воров в виде сигнализации в квартире, понимаете? Там запах ферментов мужских отгоняет моль. У вас не было моли? Я тебе стирала. А кто моль отгонял? Носки разбрасывала. Носки везде разбрасывала, чтобы моль не разводилась. Все правильно делал, от злого умысла. Мужской носок ночью, разбросанный где попало, убирает проклятие любой женщины, которая могла прийти в гости и там проклятие нанести. Почему? Особенность такая, мужские ноги убирают проклятие. Не напрасно вливают в мужские ноги там какие-нибудь гадости, потом у мужчин там что-то вылазит на ногах. Я говорю правду, я не обманываю. Кто-то посягается на вашу семью, возьмите носок мужской, положите туда фотографию мужа и жены. После этого, если кто-то делает магию, вся аннулируется. Это работает мгновенно. Живу с мужчиной, а нужно продолжить просто. А вот что хорошее он сделал? Он для тебя хоть что-нибудь хорошее делал и начинается. Сделал. А вспомни, много ли хорошего он делал? Сколько он жил? Зарплату приносил. Но он с утра до ночи работал и приносил зарплату. Зачем он это делал? Вот объясни. Ну, я не знаю. Но у нас же дети. Это для женщины дети. Для мужчин нет ни детей, ничего. Для него есть секс со своей женой. Он живет ради секса. Вы представляете, это, конечно же, банально сейчас звучит. Да, когда уже не нужно это, все успокаиваются. И поэтому, когда взрослые ходят за ручки, это нужно было посмотреть на них в 30 лет. Вот тогда они ходили за ручки или нет? Говорю вам, не ходили. А когда уже секс не нужен, вот и ручки понадобились, знаете, ходят за ручки. А до того момента, пока это не нужно было, знаете, ходили не за ручки. Конечно же, если этого нет, то мужчина после этого начинает страдать. Почему? Это открытие для многих женщин. Я всегда говорю, даже если не хочется, не нужно, все равно пусть это будет. Почему? У мужчин устроено выделение тестостерона. У них есть интим – нет лени. Нет интима – есть лень. Если перед вами мужчина, который там очень много всего делает, стремится, там очень все делает, у него много энергии, у него все хорошо. А если вот так сидит и, а ну перенеси, а ну еще перенеси, а ну давай это сделать. Че мой мужчина ленивый? Поэтому, когда вы приходите ко мне и говорите, у меня мужчина ленивый, что я должен сказать? Я вам дам сегодня заклинание, которое позволит вам быстро привлечь в вашу жизнь материальное благополучие и деньги, и вы увидите, как это быстро работает.
Они работают быстрее в сотни раз, а то и в 1000 раз, чем любые мантры вместе взятые. То есть утром читайте, выходите на улицу, 6 часов после чтения должен быть результат. Не нужно читать утром и вечером. Не увеличится от этого у вас доход, если вы будете читать заклинание денег утром и вечером. Достаточно утром и достаточно там одного кругочета. Можно ли меньше кругочеток? Можно. Заклинания достаточно активно работают. Попробуйте. У вас все станет на свои места, все будет понятно. Когда у вас закрыты каналы денег, вообще я очень рекомендую обращать внимание на то состояние, которое у вас возникает после того, когда вы читаете данные мантры, вернее заклинания. Что может происходить? Могут появиться бесконтрольные головокружения, могут появиться вне формата галлюцинаций, могут появляться какие-то шумы, вы можете слушать какой-то шепот в ушах, могут появляться какие-то блики перед глазами, как пол может уходить, может придавливать сверху. Это все элементы чувствования вашего энергетического кокона и общего завихрения в энергии вокруг вас. Представляете? Во время того, когда вы будете это читать, попросите кого-нибудь из близких, чтобы с дальнего расстояния вас пофотографировали на белом фоне, и вы увидите свечение, которое возникает на фоне чтения данных заклинаний. Также реагирует очень сильно, очень реагирует внешнее пространство. Вокруг вас может быть влажность больше, чем везде. Или наоборот, может быть очень жарко, если это связано с деньгами. Может быть ощущение запаха, который выделяется вокруг вас, эфира, нектара, озона. Особенно если вы будете читать мантры, которые связаны с привлечением противоположного пола. Понятно, да? Вы сейчас дотрагиваетесь только к драгоценным вот этим знаниям, которые в дальнейшем по-настоящему могут быть, академическими знаниями, понимаете? Вот сейчас мы прикасаемся впервые в своей жизни к настоящей магии. То есть мы изучаем заклинания или слоги, которые по-настоящему могут очень реактивно и очень быстро изменить вашу жизнь, а также повлиять на жизнь тех людей, с которыми вы начнете работать. Какие я вам дам заклинания? Я вам дам заклинаний 100 штук. Какие? И там обретение красивого тела, и там могущество, и убирание там каких-то там порчи из глазов. Я могу прочитать вам. Вот. Очищает чакры, очищает энергококон, увеличивает энергию человека. От депрессии, страха, панических атак. Необыкновенное везение, радость, счастливую жизнь человеку дает. Очарование человека стать знаменитым среди людей артистом. Обрести любовь и уважение повсеместно навсегда. От зла, духа, врагов, магии, влияния, невезения, сглаза, порчи зла. Защищает энерговлияние, вампиризма, неприятности, невезения, долгов, проклятий, магии, негативного влияния планеты людей. Подчинить врагов, убрать сложности в своей жизни, обрести широкую известность, убирать неприятности, устранять страдания в жизни, обретение мудрости, приходят ответы на вопросы, увеличение дохода, победа, ведение своего бизнеса, накопление денег, обретение красивой внешности, обретение везения в жизнь. И вот таких 100 штук. 100 штук. И они для всего и от всего. Причем они работают быстрее в сотни раз, а то и в 1000 раз, чем любые мантры вместе взятые. То есть утром читайте, выходите на улицу, 6 часов после чтения должен быть результат. Помня цитата Сашила «Иджаи бла». Иджаи бла. Если вы утром вот это будете читать каждое утро, то вы до пятницы заработаете те деньги, которых вам хватит, чтобы вы заплатили, даже в случае, если у вас ничего не предвещает какого-либо дохода. Итак, вы хотите избавиться от всех заболеваний, для этого вам поможет мантра, она звучит так: Хусен Тарвак Черви, Хусен Тарвак. Читайте данную мантру 108 раз каждый день, и вы в дальнейшем будете абсолютно здоровым человеком. Хусен Тарвак Черви, Хусен Тарвак. Если читать данную мантру 108 раз, один раз в день, делать это ежедневно, при этом вот такие делать поклоны, я сейчас покажу. Необходимо вот так держать руки, и после этого делать вот так вот очень часто поклоны, вот так. Вот можете дома начать это делать сегодня. Болит у вас спина, вот так садитесь и делайте так. И делайте так 108 раз. После этого читайте Хусен Тарвак Черви, Хусен Тарвак. Очень быстро это делайте на круг четок 108 раз. И в дальнейшем вы не будете
завтра уже перестанет болеть и спина, и ноги, и глаза, и все остальное. Как избавиться от любых врагов, поможет мантра «Ом нуптичис валапата намаха». «Ом нуптичис валапата намаха». «Ом нуптичис валапата намаха». Для того, чтобы у человека было всегда много денег, ему необходимо читать мантру «Ом соха кракра сторавати пурей сваха». «Ом сваха кракра сторавати пурей сваха». Или по-другому «Ом шарим кракра сторавати пурей намах». Ом шарим кракра сторавати пурей намах. Для того, чтобы у человека всегда было изобилие, ему необходимо читать мантру Ом соняна хахи правару намаха. Ом соняна хахи правару намаха. Ом соняна хахи правару намаха. Для того, чтобы что-нибудь еще вам дам сейчас. Для того, чтобы вас обожали и любили, можно читать мантру такую «Ом цах полицетелю кром тарару». «Ом цах полицетелю кром тарару». Вот там еще. Для того, чтобы навсегда исчезли все проблемы, для того, чтобы вас больше никто никогда не обижал, можно читать мантру «Ом узеп тебедит тоет коетко намах». «Ом узеп тебедит тоет коетко намах». «Ом узеп тебедит тоет коетко намах». Если умываться молоком, то человек будет нравиться людям. Оказывается, это один из тайных обрядов, причем обряд такой достаточно эффективный. Если человек утром берет чашечку и перед тем, как умыться, моет лицо молоком свежим, не магазинным, а от настоящей коровы, то этот человек становится благословленным Богом Вишну, и после этого у этого человека появляется и материальное благополучие, появляется везение, появляется красота лица, люди начинают хорошо относиться. Но я хочу вам сказать, что мыть нужно только лицо. Дальше, как правильно умываться, я хочу вас научить. Для того, чтобы умываться так, чтобы в жизни вам очень везло и чтобы вас никто никогда не сглазил, перед тем, как начать умываться, нужно сначала помыть левую руку до локтя, после этого правую руку до локтя, и после этого вот так руки держать и умыть брызнуть себе несколько раз в лицо. И только после этого руками прикоснуться к своему лицу. Вот если так делать, вас никто не сглазит, у вас будет очень хороший день, будет большое количество сил. На первой обновленной ступени вы говорили о кованом кольце. Подскажите, из серебра оно может быть или только из металла? Исключительно из железа. Какие кольца на что одеваются? Если одеть на мизинец левой руки, то у человека проходят заболевания почек. Если одеть на оба пальца мизинца, то у человека исчезают денежные проблемы. Если одеть на безымянной правой руки кованое кольцо, у человека исчезают заболевания печени. Если на левую руку, на безымянный палец, исчезают заболевания селезенки. Если на средний палец левой и правой руки исчезают заболевания легких. Если одеть на указательный палец левой руки, у человека исчезают заболевания сердца. Если одеть на указательный палец правой руки, у человека улучшается иммунитет. Если на большой палец, у человека исчезают головные боли. Если связать два пальца между собой на левой и на правой руке, лечатся глаза. В случае, если одеть железные кованые браслеты на кисти, лечат позвоночник. Андрей Андреевич, подскажите мантру или практику для хорошего вынашивания беременности. Можно ли делать ритуальную защиту? Существует такой обряд. Необходимо взять свежую розу и насыпать в нее риса. После этого эту розу взять и вот так сильно обмотать в материал резиночками, обмотать и завернуть в тряпочку. Роза такая, она будет в тряпочке засыхать. И сказать: храни моего ребеночка. И после этого положить где-нибудь вот такую розочку с рисинками, чтобы она лежала до того момента, пока у вас не будет рождения. Вот когда у вас уже будет подходить, будет 40-я неделя, тогда можно розочку эту раскрыть, рисинки эти вытрусить и после этого нарисовать цифру 4 на животе, тут же родить. Как сделать так, чтобы ваш магазин начал продавать? Перед тем, как вы откроете, вы можете использовать восточную мантру или арабскую мантру. Ля филя даус рахамди рахим ассалям алейкум. Если вы 7 раз произнесете это перед дверью и после этого откроете, целый день будут очень хорошие продажи. Ля филя даус. Хотите, да, вам показать? Ля филя даус рахамди рахим
Ассалям алейкум. Ассалям алейкум. Ассалям алейкум. Рахамди рахим. Вебинаров, что существуют очень простые методы всех между собой примирить. Один из самых простых методов — это представлять, будто вы и этот человек, который к вам в данный момент плохо относится, обнимается. Если представлять, будто вы обнимаетесь между собой, даже не делая этого, вы сможете заметно улучшить положение вещей, сделать так, чтобы этот человек начал к вам очень хорошо относиться. Но перед тем, как, допустим, начать раздражаться на кого-нибудь, возьмите и постучите по столу. Или скажите: мне необходимо внимание. Или скажите человеку: что-то мне хотите сказать. И в случае, если человек начнет обращать на вас внимание, вас злость отпустит. Примирить всех и очистить пространство поможет еще и мантра Ом Кате Викатеру Саграсамани Соха. В случае, если произносить эту мантру 108 раз каждый день, то первое — очистится пространство, второе — люди начнут друг к другу хорошо относиться, и в общем-то будет счастье и радость. А вы знаете, что многие люди именно сейчас могут разрушить свою судьбу? Каким образом они могут это сделать? Первое. Нужно всегда помнить: никогда, ни в коем случае не зарабатывайте на горе и на плохом. Это особенность эзотерики. Никогда, старайтесь никогда не зарабатывать на горе и на плохом. Как люди могут разрушить свою судьбу? Итак, первое — продавать то, что разрушает людей. Второе — обманывать, лгать, недоплачивать, так как они фактически становятся должниками. И время, которое они живут, увеличивает их долг. Возможно, это не сразу происходит. Существует ли стоимость человеческой жизни? Да, она существует, и есть определенная формула, которая может подсчитать стоимость. Как ее определить? В случае, если человек на протяжении своей жизни зарабатывал на протяжении 1 месяца определенную сумму денег, и посчитать количество лет и количество заработанных этим человеком денег, то вся заработанная сумма фактически будет являться стоимостью его жизни. В случае, если человек делает что-то на шару, делает что-то, обманывая других людей, недоплачивает, то он становится кармическим должником перед теми людьми, у которых он эти деньги как бы не доплатил, не додал, забрал, обманул и так далее. Таким образом, когда стоимость его фактическая, его стоимости жизни будет меньше тех денег, которые он должен, его жизнь может прекратиться. Но это не все. Часто у такого человека есть семья. Это может быть родной сын, родная дочь там, или тот, кого он очень сильно любит. Можно ли гипотетически предположить, что стоимость очень взрослого человека, стоимость его жизни более большая, чем стоимость жизни маленького человека, который еще не начал работать? Конечно, стоимость жизни, допустим, такого маленького человека, она невысока, потому что он еще не начал зарабатывать деньги. Естественно, очень часто у таких людей во время их жизни, из-за того, что они делали все на шару и пытались это делать принципиально, у них забирают их детей, потому что стоимость жизни детей меньше, чем стоимость такого взрослого человека. Именно поэтому я очень часто говорю: не нужно делать ничего на шару, избегайте этого, старайтесь дополнительно лучше немножечко сверху давать, для того, чтобы в дальнейшем ваша судьба и судьба ваших близких не была нарушена тем, что у вас за долги заберут жизнь вашего близкого человека. Не совершайте такую ошибку. Бедным человеком — это быть человеком, у которого не хватает на пропитание, не хватает на одежду, не хватает на отдых, не хватает на здоровье, не хватает зубы сделать. И это все приводит человеку к чему? К печали и разочарованию, страданию. А человека, у которого появляются деньги, то этот человек имеет возможность кушать, одеваться, отдыхать, там что-то себе покупать. Это приводит его к комфорту и радости. Тогда давайте уберем: нет денег — страдания, есть деньги — радость. Тогда, если убрать все, что между ними находится, и гипотетически сказать, что же управляет наличием денег и что управляет недостаточностью денег, то существует некая энергетическая основа. Человек страдающий, его это приведет к тому, что он будет бедным. Человек радующийся рано или поздно станет богатым. Почему у алкоголиков не может быть денег? Потому что алкоголик, он приводит все к тому, что дома нет комфорта. Тогда будут ли ему даваться деньги? Ответ такой: нет.
Почему? Потому что он напивается, дома скандалит, дома ругань, вонь, потому что он сам воняет, потому что всем от него дискомфортно. Таким образом, если это доставляет дискомфорт, то тогда деньги, они нужны для того, чтобы был комфорт. Поэтому в случае, если человек стремится к тому, чтобы создавать дискомфорт, у него денег не будет. Именно из-за этого и существует слово сострадание. Вот если человек страдает и он начинает рассказывать окружающему миру, то он должен знать, он закручивает вокруг себя воронку страданий и увеличивает страдания тем, что ему сострадают, то есть отдают еще и часть своего страдания. Человек, который страдает и жалуется, заставляет людей, тем забирает фактически у тех людей, которым он жалуется, дополнительные страдания у этих людей. Поэтому тот, кто жалуется, он хороший человек. И в случае, если человек кому-то жалуется, он делает для себя плохо, а для того человека, которому жалуется, хорошо, так как он забирает его страдания. Вот смотрите, человек носит золото, оно иногда темнеет. Что нужно сделать? Взять его и потереть. Даже бриллианты можно потереть, и они блестят лучше. Почему? Даже одежда, которая загрязнена, если ее постирать, она лучше выглядит. Или погладить. О, хорошее слово. Женщина, ее тело шелковистое. Именно поэтому, как одежду, можно гладить. Вот если выглаживать женщину, то она будет с повышенным либидо. Нужно ли что-либо повышать женщине в 21 год? Ничего не нужно. Нужно просто мужчина, который будет делать так. И восхищаться после этого. А не: о, такая ты страшная, губы у тебя страшные, ноги страшные, шея страшная, здесь морщины, здесь уши не те, волосы из ушей, из носа. Что вам необходимо в случае, если не получается зарабатывать? Начинать слушать первую ступень школы Кайлас с самого начала. Вам не нужно покупать магию денег, потому что это больше для людей, которые уже в теме. Почему у человека не получается зарабатывать деньги? Буквально это выглядит так, как бы не забубенно, это выглядит так. Человек каждый раз страдает, когда отдает деньги, когда на них смотрит, когда думает о них. Бог любит людей, и Он убирает у него то, от чего он страдает. Таким образом, забирает у него возможность видеть деньги, думать о деньгах, рассчитываться деньгами. Конечно, теперь мы это знаем, как это все можно изменить. В этом нам поможет семинар, который называется «Первая ступень школы Кайлас». По-моему, там 7-й день, я об этом рассказываю очень много. Необходимо понимать, что такое элемент привлечения денег. Элемент привлечения денег – это та энергия, которая образовывается у человека, когда он начинает думать о деньгах, переживать о деньгах, работать с деньгами. Поэтому, если есть основная блокировка, которая возникает в тот момент, когда человек говорит, там, ой, как же я заработаю, у меня ничего не получается, то в случае, если он будет слушать шум, который будет увеличивать деньги, то у него вот это состояние будет ухудшаться. То есть, ой, все, конец, мне теперь еще хуже, чем было. И будет такое ощущение, как будто не улучшилось, а ухудшилось состояние. Именно поэтому я говорю часто, что заниматься йогой без философии не нужно. Заниматься эзотерическими методами без предварительной подготовки и философии не нужно. Это не нужно делать. Дело в том, что я понимаю, что у каждого есть за плечами, скорее всего, огромное количество там своей персональной информации. Возможно, там много прочтено, много там нужной информации, по вашему мнению, и так далее. Но это все равно не важно. Это, представляете, есть телевизор одной компании, которая сделала там Siemens, и после этого вы знаете, как переключать и как пользоваться телевизором. А потом купили Sony, берете пульт, а он не включает. Это то же самое происходит с нами. Мы, получается, получая другую информацию, должны к этой информации получить пульт управления, которым является сама философия. Поэтому перед тем, как начать работать, там, шумы для денег там, или еще что-то, обязательно пройдите и используйте вот эти моменты, о которых я говорю. Там, их, насколько я помню, там немного. Там, приобретая, там, покупая, приобретай, там, изменяй слово, почему у меня нет этого, на слово скоро у меня это будет, и там целый ряд вот этих концептуалов. Если человек носит шестиконечную звезду на своей груди, то к этому человеку эзотерически другие люди начинают относиться так, как будто ему хотят что-то подарить. Поэтому, если человек носит шестиконечную звезду, найдется много людей, которые будут в этом человеке видеть человека, которому хочется дать что-то, хочется помочь. Если у вас не получается продавать, допустим, с вами хочет рассчитаться человек и не может отдать деньги, прям не может отдать, вам нужно одеть шестиконечную звезду, тогда будет отдавать. Конечно, конечно. Дело в том, что
Дело в том, что не нужно носить шестиконечную звезду с символом шма или символом минора и так далее. Ну, это религиозные символы, и обычные люди, которые не связаны с этой религией, они, скорее всего, не должны носить именно такой символ. А просто шестиконечную звезду люди имеют право носить, так как он не принадлежит только иудеям. Он гораздо древнее, и этот символ есть и в древнейших там зданиях Индии, его многократно видел, и есть во всех абсолютно религиях, и в христианских, и в христианских, там, в чем только. Расскажу, как ей пользоваться. Что такое пурба? Это ритуальный, трехгранный ритуальный кинжал. Как его здесь нарисована ваджра, на этом ритуальном кинжале сверху нарисована килая. Что это такое килая? Килая – это божество гневное, которое забирает у человека радость, забирает в обмен на жизнь. Что это? Или наоборот, дает радость человеку, забирая у него часть жизни. Как это может происходить? Допустим, у человека есть наркотическая или алкогольная зависимость. Такая наркотическая или алкогольная зависимость, она дает человеку радость, после этого человек в этой радости живет, но при этом отдает часть своей жизни. То есть настоящей жизнью он не живет, а живет жизнью алкоголика или живет жизнью наркомана, живет жизнью, в которой нет будущего, нет прошлого, а есть только настоящее в виде алкогольного или наркотического опьянения. Все это охраняет дух Килая. Он находится на золотых узлах, которые обычно внизу изображаются. При этом можно ли каким-либо образом помочь человеку, каким-либо образом избавиться от проблем, которые есть в его жизни, или помочь человеку, у которого есть наркотическая зависимость или алкогольная, при помощи ножа, который называется пурба, или ритуального трехгранного ритуального кинжала? Конечно, можно. Что дать такой обряд? Давайте я сегодня этот обряд дам. Что необходимо сделать? Нужно представить человека, у которого есть алкогольная зависимость или наркотическая зависимость, будто вся его жизнь – это изображение человека, идущего по красивой дороге вперед к солнцу.
Он идет, а солнце – это его восход или закат, то есть это его жизнь. А дорога необычная, она выложена из тонкого материала льняного, белого цвета. И в том месте, где он идет, нужно представить, будто алкоголизм перед его ногами – это дорога, которая связана в узлы. И нужно представить, будто перед ним он идет и наступает не на дорогу, он наступает на узлы. И ему неудобно. Правильно? Что нужно сделать? Нужно произнести мантру. Ом ваджа кирикилая сарва биганен бам хумпхат. Биганен бам хумпхат. И после этого рассечь крест-накрест все узлы, которые есть у человека, который принимает алкоголь или наркотики. Делать так или использовать, или выполнять так необходимо желательно вечером, в те дни, когда нет полнолуния. Выполнять это необходимо 30 раз. Вот. Каждый день, да? Каждый день. А если у человека нет денег? Ну вот у Гриши не получается зарабатывать деньги. Да? У Гриши не получается зарабатывать деньги. Представлю, будто перед его ногами дорога, на которой большие узлы. Большие узлы. И начинаю читать эту мантру. Ом бензра кирики лая сарвабе биганен бам хумпхат. И разрезаю. И представляю, будто у него ровненькая дорожка. Бусы, браслеты, кольца с натуральными камнями и природными минералами влияют на человека или могут быть талисманами? Нужен ли подбирать по знаку зодиака? Человеку полезны следующие камни. Человеку полезны камни желтого цвета. Это сердолик, это раухтопаз, это янтарь, о, янтарь. Почему? Это делает человека теплым и ближе к Богу. Белые камни. В случае, если человек носит белые камни, там циркон, бриллиант, то самое яркое качество, которое есть у человека, это яркое качество будет умножено во много раз. То есть, если человек злой, и это его беспокоит, негативное качество, и он наденет бриллиант, то тогда он будет злым во много раз сильнее. Зеленое. Вообще все остальные камни – это камни, которые, по идее, не особо дают человеку хорошую энергию. Камни, как и море, как и небо, высасывают энергию из человека. Высасывают, они забирают энергию у человека. Ну, если у вас переизбыток ума, не можете заснуть в голове, можно изумруд приложить. Изумруд – камень ума. Рубин – камень сердца. Этот сапфир, еле вспомнил. Сапфир, аквамарин – это камень вечной жизни или камень молодости. Поэтому синий камень увеличивает жизнь и здоровье, красные камни увеличивают человеку чувственные элементы. Но если вы истерик, если у вас истерия постоянно, если вы не можете подолгу успокоиться, то тогда вам точно не нужны красные камни на себе. В случае, если вы не можете спать по ночам, в вашей голове миллион мыслей, то какие изумрудные сережки? Зачем они там нужны? Чтобы вообще свихнуться потом. Тогда какие нужны? Янтарики нужны на уши, чтобы успокоило. Почему? Янтарь – это дерево, только окаменевшее. Одеваешь дерево и сам как дерево. Сидишь, тебе только водичка вдохновляет и больше ничего. При этом из-за того, что этот камень желтого цвета, я вообще считаю, что янтарь является одним из самых эзотерических камней. Почему? Он печень лечит, он человека настраивает на тепло. Если носить янтарь, к тебе лучше относится. Но янтарь должен быть, чем больше, тем он теплее. Если женщина не может выйти замуж, янтарь нужно носить. При этом, если женщина молодая, более белых цветов. Если очень взрослая, более темных цветов. Таких. Теплые цвета должны быть, теплые. Эти метод бутылка можно проводить на несколько человек и только на одного, пока не отдаст долг. Для каждого человека персонально своя бутылка. Могу сказать, что существует такой метод, который может помочь человеку избавиться от должника. Необходимо купить обсидиант в виде шарика. После этого поставить обсидиант перед собой и произнести следующие слова. Будешь
будешь находиться в обсидианте, пока не отдашь мне долг. И после этого произнести фамилию человека. И после этого на ниточку одеть этот шарик на своей шее и не снимать ни днем, ни ночью до того момента, пока человек не отдаст долг. Отдаст ли долг? 100%. Когда долг отдаст, этот обсидиант, его необходимо выбросить в реку. Не нужно его не разбивать, ничего. Главное дома. Два сделаем сегодня обряд, который называется строительство дерева. А также мы сделаем также мы запишем магию 3, я там объясню, как работать и что это такое. Я сегодня буду вам давать настоящие тибетские практики. Мы их сегодня все вместе здесь сделаем, и после этого увидите, насколько жизнь ваша поменяется. Ребята, когда вы устаете на работе, что вам нужно сделать? Вот смотрите, я устаю очень сильно на работе, и мне после этого читать семинар не хочется, правильно? Если мне не хочется семинар читать, то людям не хочется его слушать. Если людям не хочется его слушать, то люди уже второй раз никого не приведут и сами не придут. Согласны с этим? Естественно, это будет влиять на плохой мой бизнес, да? То есть завтра люди не придут. Когда человек попадает в условия, когда ему бизнес делать тяжело, он попадает, или вот что происходит, замкнутый круг, который где-то связан вот с чем. Я не могу заниматься своим бизнесом, но мне нужно, потому что потребности у меня большие. И я себя заставляю делать это гораздо быстрее, правильно? Это самая главная ошибка. Если ты устал от своего бизнеса, сделай паузу и от него отдохни. А вот почему показывали Хатея, полного мужчину, который улыбается и держит на руках детей. Видели, да? Почему он, по идее, должен приносить деньги? Потому что человек никогда не должен забывать, что он должен получать от жизни удовольствие. Ведь у него морда абсолютно человека, который получил уже от жизни удовольствие. Толстого большого Будды, который сидит и гладит детей, и его прет от всего. Почему? Он откровенно и громко хохочет. Правильно? Если вы научитесь в жизни своей вот так вот от всего получать удовольствие и привяжете это удовольствие и счастье к состоянию денег, тогда деньги будут притягиваться за счет того, что вы отдаете удовольствие. Ребята, когда где-либо чешется, не только левая рука, чешите, получайте удовольствие, потому что любое проявление удовольствия, если имеет привязку к деньгам, будет в жизни приносить деньги. Я сегодня вам должен рассказать, перед тем, как я начну давать техники, что такое вообще энергия. Энергия, она может быть объединенная. Что это такое? Ну вот грубо, у меня есть состояние депрессии. Мое состояние депрессии, оно грубо мучает меня в середине. Откуда оно берется, вы знаете. Но буддисты или те люди, которые занимались энергиями, они считали, что энергия безликая, она неуправляемая. И вот смотрите, энергия электричества есть в небе. Она есть в небе, она создается в виде разрядов, там, полей воды, правильно? Но мы же ей управлять не можем. Почему? Потому что мы ее не можем взять в объем какой-то, правильно? Но если эту энергию запустить или как-то выработать и запустить ее в виде там, полупроводников, то ею управлять уже можно, правильно? Итак, для того, чтобы начать работать с определенной энергией, нужно ее взять в какую-то оболочку. Поняли? Зачем я вам это все говорю? Сегодня мы будем выполнять практики, которые называются практики Ямантаки. Что это такое? Практика Ямантаки, согласно тибетской традиции, это практика, когда человек призывает гневное божество. Дальше, во время второй практики, что мы должны сделать? Мы представим себя Ямантакой. После этого сделаем ритуальную практику и представим, будто мы это гневное божество. Какое я буду говорить? После того, когда мы это сделаем, мы должны сменить образ. Мы представим себя следующим гневным божеством, которое называется Манджушри. Мы должны будем представить себя очень красивым мужчиной. После того, когда мы представим себя Манджушри, мы должны будем представить себя отцом всех денег, который называется Дзамбала. Практика, которую мы будем делать Ямантаки, устроена по принципу: как могу я бояться свою маму, если она моя мама? Как я могу бояться свою руку, если она моя рука? То есть мы делаем это частью нас. Вы понимаете, вы сейчас скажете, не привлечет ли это в нашу жизнь вот эту проблему? Ребята, вы так ошибаетесь. Мы живем в позиции, где все энергии равны. При этом, если уже это в вас есть, то вы от этого успокаиваетесь. Понимаете? Данная практика с Ямантаки позволит навсегда избавиться от страха, а также избавиться от нерешительности. Ом ямараца садаме ямидуру ниодая ядаю ни райке райки аца ни рамая хум 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 пхат 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 сваха. Она произносится очень мягко и легко, но когда ее произносишь, что-то в голове щелкает.
Ее можно читать отдельно, потому что отдельно эта мантра навсегда избавляет человека от ощущения голода, страха и включает у человека состояние бесстрашия и решительности. После этого, когда я это почитал, я должен представить, будто мое лицо стало молодым, то есть я трансформировался, и мое тело тоже стало молодым. Да? И в руке у меня появился меч огненный, и я представляю, будто я огненный, такое божество, у которого решительное лицо, и начинаю решительно произносить. Ом намо манджушрия кумара путая тадьята омара евера ешут хешут ешут даниш данишут хэшт хэм лем мале рурука ле хум 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 пхат 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 сваха. Таким образом я представляю себя вот таким манджушрия. Видите, вот это настоящий тибетский текст. А также там та практика, которую я вам сейчас дал, выглядит она именно вот так. То есть это конечный результат этой практики. Видите, существо, которое находится, а здесь описание данной практики. Поняли? Вот, описание данной практики, а также символы успеха и так далее и тому подобное. Здесь везде даны объяснения, как проводить это в виде ритуальной практики. Нам ритуал сам, он не нужен, потому что мы работаем это через подключение, которое я даю, лунг, да, и это мы делаем через меня и делаем это правильно вот так. Уже не совершая ошибки, не совершая там ничего в своей жизни неправильно. То есть я это для вас перевел или перевел для людей, а также создал для европейцев вот то, что мы получили уже в чистом виде. Итог какой? Мы должны представить себя вот таким вот гневным божеством. Видите? Оно не гневное, это мужик на коне. Это мужик на коне, у него уже нету меча, у него там трезубец власти или абсолютной власти. Понятно? У него там трезубец абсолютной власти. У него или там меч можно представить, или нагайку, то есть все, что может каким-то образом... Обряд, который выполняется на одну карту, я сейчас вам его расскажу. Хотите? Да. Этот обряд для того, чтобы выйти замуж. Он тоже очень хорошо работает. Для этого обряда нужна колода карт игральных, в которые не прикасались люди. Запакована в целлофан. Кто знает, что нужно сделать? Мне никто не знает. Вам нужно открыть эту колоду и достать одного вольта, который вам понравится. Хотите голубоглазого, бубнового, хотите зеленоглазого, червового или там наоборот. Ну, по-моему, да. Хотите темноволосого и кореглазого, пикового, а если зеленоглазого, я не знаю, там трифового, а если лысого, ну все равно какого. Возьмите любого, но здесь нужен не туз и не король. Король это... это женатый мужчина, поняли? Ошибка, которую делали женщины, которые знают вот такой обряд, цыганский на самом деле, заключается в том, что цыгане обычно советуют брать короля. Неправильно, потому что вы станете любовником, любовницей какого-то мужчины, и это нехорошо. Лучше своего. И после этого ничего не произносите. Оставляете этого этого вольта себе. Ложите его в то место, которое ближе всего к телу. Обычно его приклеивают к животу или к груди, или к спине, там, или еще куда-то. И носят на себе, да, лицом, червашечкой, там, скотчем, лейкопластырем, чем угодно. После этого, пока он у вас приклеен, вы должны сделать обряд. Утром и до вечера вы должны в разных местах оставить по одной карте, все 36. Но одну оставить на себе. То есть вы должны поехать, допустим, в трамвае, выйти на каждой остановке и положить одну карту где-то на остановке. То есть не выкинуть, а положить. Как это все устроено, могу рассказать. Если у вас маршрутное такси, выходите из маршруточки и на сиденье оставляете карту. Понятно? Маршрутки, да. Если у вас метро, то карту оставляйте в метро. Если у вас покупка в магазине, то... Удобнее всего в магазинах. Зашли в торговый центр, в каждом магазине положили там по какой-то карте. Смотрите, чтобы вас не сожгли при этом на костре. Вот за день нужно эти карты. Нельзя выкинуть в одно место. Это нужно, и причем нужно в те места, где нет дефекации, мочеиспускания, то есть туалета нельзя. В чистые места. Нельзя на базаре раскладывать и нельзя на вокзале раскладывать. То есть это еще должны быть интеллигентные места. Почему? Таким образом вы ставите в кафе, можно, ставите нити. И эти... Таким образом у вас появится возможность в вашей жизни обрести
сейчас очень рано, на часах всего лишь 6 часов, я только проснулся. Я нахожусь в городе Чарупати, за моим окном сейчас восходит солнце, очень красивое, к сожалению, не смогу вам показать этого. Но почему я решил провести вот такую видеозапись? Я хочу вам сегодня рассказать или дать такой обряд, которому меня научил один тамильский лама. Я вчера познакомился с человеком, который в Индии занимается обрядовой магией. Он рассказал мне очень удивительный обряд, как можно сделать так, чтобы в жизни появилось много счастья, материального благополучия. Он мне рассказал вот о чем. Он сказал, что если человек захочет сделать так, чтобы в жизни прорвало мембрану, которая удерживает человека от хорошего заработка, то он должен научиться смеяться. Каким образом это необходимо делать? Подождите, не торопитесь делать свои выводы. Обычно, когда мы смеемся, мы делаем следующие движения. Мы делаем так. То есть мы как будто накапливаем предварительно, а потом взрываем. Так вот, он сказал, что такой обряд существует. Предварительно можно прочитать мантру, которая связана с Ганапати или богом Ганеши. Это Ом Гам Ганапатае Намаха. И после этого провести вот такое, сделать вот такое вот упражнение, когда человек произносит свою программу и после этого как будто хочет очень сильно засмеяться и смеется. То есть как это делается? Я сяду очень ровненько и мы вместе попробуем это все провести. Сяду очень ровненько и попробуем вместе со мной провести данный ритуал. Итак, сначала я читаю мантру Ганапати. Ом Гам Ганапатае Намаха, 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 Ом Гам Ганапатае Намаха. А теперь я делаю так. Сажусь ровненько и как будто мне что-то очень смешит. Вспоминаю. При этом я представляю, как мой бизнес приносит мне огромное материальное благополучие. Еще раз это делаю. Ом Гам Ганапатае Намаха, Ом Гам Ганапатае Намаха, Ом Гам Ганапатае Намаха. При этом в голове говорю себе, скоро у меня будет огромное количество денег и пытаюсь засмеяться. И выглядит это не очень весело. Для этого, наверное, чтобы улучшить общее состояние, я, наверное, положу рядом с собой фрукт. Вот такой красивый. Что-то такое некрасивое в середине. Тем не менее, положим это как приношение нашему Вишвадеве или Ганапати. Вот так, возле картиночки Ганапати. Я поставлю этот фрукт. Рядом положу вот такую агаву. И вот такой фрукт амла, а также орешки и банан перед символом Ганапати. Я сейчас не буду поворачивать ноутбук, потому что очень плохо с розеткой. И попробуем еще раз провести этот обряд. Ом Гам Ганапатае Намаха, Ом Гам Ганапатае Намаха, Ом Гам Ганапатае Намаха. А теперь я делаю так, как будто хочу очень сильно засмеяться, но сдерживаюсь. При этом думаю, скоро у меня будет много денег. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вот таким образом и проводится данный обряд. Как сказал тамильский гуру или тамильский лама, данный обряд может быть очень полезен, может прорвать вот это затрудненное движение к человеку материального благополучия. С вами был Андрей Дуйко. Я рад, что вы вместе со мной. Очень прошу подарить первую ступень. Конечно, сейчас мы когда закончим, то прямо сюда выложим ссылку. Только что открыла свой косметологический кабинет. Что можно сделать, чтобы народ попер? Не бывает так, чтобы народ пер. Не бывает. Даже если вы очень сильно захотите. Для того, чтобы шли люди, нужно проводить обряды. Какие это обряды? Итак, обряд номер 1. Что любят женщины и что любят мужчины. Для того, чтобы мужчины заходили, нужно обязательно поставить очень красивых женщин.
Если поставить красивых женщин, а еще чтобы было декольте, а еще чтобы они обтянутых платьях были с красивым маникюром и там красивыми губами, с красивыми волосами, все, будут мужчины идти и падать. Если в продуктовом супермаркете поставить красивую ухоженную женщину, то все мужчины будут ездить только к ней, как королева бензоколонки, помните? А в случае, если женщины... Нет, если поставить красивых мужчин, ничего не получится, не пойдут. А вот если там поставить все... Если там поставить мигающие лампочки, если там поставить много блестящих зеркалов или зеркалец каких-то, если блики какие-то будут создаваться, если все будет разноцветным, если много цвета, если какие-то елочные игрушки, шарики, и все это динамично шевелится, все, они все будут к вам заходить. Девочки, как мотыльки, сбегаются на все красивое. Поэтому, если ваш магазин черный, и вы хотите, чтобы туда женщины заходили, вы ухудшаете свое состояние. Надо что-то блестящее. Прямо что-то блестящее должно было быть. У меня есть знакомый, который говорит, мой магазин не торгует. Я говорю, какие у тебя платья повешены? Он говорит, у меня платья только 2 можно вывесить. Я говорю, покупаешь платья из маленьких бисеринок золотых и маленьких бисеринок золотых с оттенком. И после этого он сделал такие 2 платья и сзади все сделал, чтобы блестело. И он говорит, Андрей Андреевич, фантастика, фантастика. Я говорю, а что такое? Он говорит, женщины начали заходить, раньше вообще не заходили. Сделайте так, чтобы было где-нибудь много каких-то очень красивых изображений, маленьких бабочек, сверчков, каких-то блестящих латунных, может быть, там какие-то бисером вышитое. Делайте так, чтобы что-то блестело, переливалось, и это было. Когда человек идет, женщина идет, она должна это увидеть. Если она увидит, 100% после этого заходит. Я вам говорю, женщины летят на блеск и свет. Все. Это подкупается. Я когда-то был очень молодым и рано это очень понял. И у меня моя любимая рубашка была, это рубашка, которая блестела на мне. То есть я ее одевал, она там синим блестела, золотистым блестела. А когда включалась дискотека и музыка играла, то оно светилось прямо вот так. И все, конец. После этого женщины ни на что не смотрели. Они как очарованные смотрели только на рубашку. Все. Это было хорошо. Если вы говорили, чтобы мальчик подмел для привлечения клиентов, да, не подмел. Мальчик не должен подметать, он должен прийти и посевать. То есть для того, чтобы мальчик-девственник должен прийти утром до открытия и посеять, тогда клиенты будут идти. Также перед началом, перед открытием вы должны подойти и сказать «Ля филя даус рахамди рахима салям алейкум» 7 раз. После этого открытия у вас будет целый день хорошая торговля. Проходите семинар, он называется «Эзотерика для бизнеса». Там около 100 всевозможных обрядов. Они все действительно работают. Найти свое спокойствие возможно. Как в фильме «Приключения электроника» в свое время бандиты подкупили Ури или заставили Ури, чтобы он отключил электроника. Их идея была такая. Они ему говорили: Ури, у этого робота должна быть кнопка. Ты, если найдешь кнопку, сможешь выключить его и после этого привести его к нам, а мы будем уже с ним дальше совершать свои темные дела. Так вот, также у человека, оказывается, в человеческом организме есть определенные системы или определенные элементы, можно их так назвать, которые связаны с состоянием спокойствия. И если человека научить каким-то образом находить эти элементы, то человек может добровольно, очень легко, совершенно удобно, быстро успокаиваться. Я хочу вам сегодня дать этот совет. Как найти свое спокойствие? Вы очень часто видите информацию, очень часто видите, тот, кто начинает заниматься йогой, он обращает внимание на некую медитацию, которую очень часто йоги используют в ходе обретения состояния развития ясновидения. Это медитация в межбровье, медитация, при которой лоб человека, при которой глаза закрываются наполовину веками, и при этом человек смотрит вот в это темное веко. Я рекомендую использовать данную медитацию для того, чтобы найти свое спокойствие. Именно там находится некая точка, которая может позволить человеку прийти в состояние абсолютного спокойствия. Каким образом можно научить себя находить это спокойствие? Сегодня объясню вам. Итак, первое. Необходимо сесть, прикрыть глаза наполовину, так, чтобы они наполовину, веки вернее, прикрыть наполовину,
так, чтобы наполовину веки были закрыты и наполовину открыты. Расслабить свое лицо, при этом смотреть больше в темное веко, а не в нижнее светлое веко. При этом сидеть спокойно и смотреть в свое межбровье, то есть прямо в темное веко, обоими глазами. При этом нужно представить, будто ваше тело раскачивается влево-вправо, а на выдохе вы представляете, будто концентрируетесь вот в этом центральном месте своего темного века. И хочется мне задать вопрос: Андрей Андреевич, а как же в этом всем, где же в этом всем элемент спокойствия? Если вы каждый день на протяжении хотя бы одной недели будете выполнять данную медитацию, глядя в это межбровье, и будете это выполнять на протяжении хотя бы 5 минут каждый вечер перед сном, даже в лежачем положении можно это делать, не обязательно сидя, то в обычные дни, когда у вас будет появляться беспокойство и вам необходимо будет быстро успокоиться, необходимо будет представить, будто ваши глаза направлены в темное веко. Это очень быстро вас успокоит, это моментально включит ту кнопку, о которой в свое время говорил Ури, где кнопка у робота. Так вот, кнопка вашего спокойствия будет именно в этом месте. Каким образом это работает? Когда вы ложитесь спать и смотрите свое межбровье, то вы успокаиваетесь, и после этого ваше сознание получает информацию того, что вы находитесь в состоянии спокойствия. В тот момент, когда вы на протяжении дня вспоминаете о том, что вы смотрите в это межбровье, то автоматически будет включаться состояние вашего спокойствия. Скажите, это легко? Существует ли какой-нибудь обряд, который может помочь другому человеку успокоить другого человека? То есть сейчас кто-то написал: Андрей Андреевич, там у меня ребенок, этот ребенок беспокойный, он не может никак успокоиться. Существует ли какой-либо обряд? Да, такой обряд существует. Необходимо пальцами, без первого пальца, необходимо рисовать крестик на груди с произнесением слов Ом Ахум Хахохри. То есть берете ребенка, садите его на колени или представляете, будто вы ему рисуете крестик на груди и произносите Ом Ахум Хахохри, Ом Ахум Хахохри. 10 раз где-то делаете так на уровне груди, после этого 11 раз делаете на уровне лба и 12 раз на уровне живота. Таким образом, за один раз, если это выполнить, то человек быстро успокоится. Также вы можете успокаивать себя, используя вот такой вот ритуал. Проводите по груди несколько раз руками своими, произносите тихонько шепотом Ом Ахум Хахохри прямо в самом центре груди, там где кость. Ом Ахум Хахохри, Ом Ахум Хахохри, Ом Ахум Хахохри. Так считаете 10 раз, 11 раз по лбу проводите и 12 раз на животе. После этого человек обретает спокойствие, очень удивительный и быстрый эффект. Не придется ковыряться в себе, не придется искать, кто в чем виноват, разбираться в состояниях всевозможных, если можно фактически наработать себе вот такую энергию спокойствия, в дальнейшем с успехом ей пользоваться. Есть хорошая мантра такая в школе, она звучит так: Ом дуалет дуалет зунди соха. Кто ее знает? А как выполнять практику? Вводишь руками вот так и произносишь Ом дуалет дуалет зунди соха, Ом дуалет дуалет зунди соха. А что она делает, данная практика? Если ее делать, устроишься на работу. Правильно, да? Так вот, если вы будете это делать, устроитесь на работу точно 100%. Проверено. Если не получается, или вы идете устраиваться на работу куда-то, и у вас ничего не получается, делайте так. Берете соль, ложите вот так руку на голову, насыпайте сюда соль. Крутите по часовой стрелке или против часовой стрелки. Ничего не произносите. Подходите к форточке, эту щепотку соли выкидываете в форточку. Насыпаете вторую щепотку соли в кулечек, ложите этот кулечек себе в кармашек и идете устраиваться на работу. Когда придете домой, даже если не устроитесь, выбросьте эту соль из кулечка перед порогом своей квартиры. Не было еще ни одного случая, чтобы выбросили утром соль и поехали куда-то, и не приняли бы на работу или не подписали какой-либо договор и так далее. Прикольно, да? Сколько раз крутить над головой? Неважно. Все равно. Вот так крутят. В какую сторону? Вот так, по часовой. Так, покрутили, выкинули в окно, вторую щепотку положили. Вам надо машину продать, вы едете продавать машину. Щепотку соли выкинуть в окно, вторую с собой взять. Вам надо квартиру, щепотку соли, вторую с собой взять. Ничего не произносить не нужно, ничего. Покрутили, взяли. Помочь себе может человек в том случае, если у него плохое здоровье.
Можно лечить 3 обрядами, причем они достаточно простые. Сегодня я все 3 обряда вам покажу. Первый обряд. В случае, если у человека есть психические заболевания, нервные состояния, человек не может подолгу успокоиться, я рекомендую использовать йогическое дыхание животом. Итак, каждое утро, хорошее у вас настроение или плохое, сядьте прямо на край кровати и подышите активно животом, делая при этом втягивание живота и при этом выпячивание живота. Дышите так не больше 3 минут. Помните, если так подышать 1-3 минуты, то у вас восстановится функция психики. Также вы придете в благотворное или благоприятное состояние. Вы можете это делать совместно со всей семьей. Второе упражнение. Кланяйтесь в поясе. В случае, если человек кланяется в поясе, делая при этом вдохи и выдохом через грудь, то он вылечивает все заболевания нижней части тела, идущие от поджелудочной железы и ниже. Это проверенный метод. Я могу сказать, что данный метод, несмотря на всю его веселость, является одним из классических методов восстановления здоровья. Я могу сказать, что данный метод широко используется в наших христианских церквях. Когда люди приходят в христианскую церковь, если вы заметили, они постоянно кланяются или отдают поклоны. Также мы можем увидеть такие поклоны, когда человек практикует любые из азиатских видов религии. Такие же поклоны мы можем увидеть в буддийских направлениях, а также в исламе. Таким образом, что же обозначают такие поклоны? Такие поклоны, как ни странно, улучшают здоровье человека. Я рекомендую делать первое упражнение дыхания животом, которое восстанавливает все, что находится выше плечей. И кланяние или поклоны, или бить поклоны рекомендую делать 1-3 минуты ежедневно. Так вы улучшите состояние своего организма от поджелудочной железы и ниже. Третье. Обнимайте каждое утро близких. Это позволит вам передавать им тепло и здоровье в вашей жизни. Вы можете поддержать ваших близких, если будете их каждый день обнимать. Делайте это по утрам. Это наполнит вас хорошим количеством психической энергии. Четвертое. На вдохе представляйте, в мягком вдохе через нос или через рот, не обязательно делать это активно. Представляйте, будто в середине груди вы начинаете ощущать тепло. Данное тепло вылечит или излечит, или исцелит, правильнее говорит, заболевания поджелудочной железы, а также сердца, а также вашей груди. Итак, давайте я еще раз скажу решение того, чего хотят люди на Новый год. Они хотят здоровья себе и близким. Решить это можно при помощи 3 упражнений. Первое, дышите активно животом. Второе, делайте поклоны. И третье, представляйте, будто на мягком вдохе, когда вы отдыхаете, происходит наполнение вашей груди. Мантра Сингон. Это для того, чтобы устроиться на работу. Если вам необходима работа, какая-нибудь, вот какое-либо предложение, хорошая идея, грамотная работа, то вы можете использовать ту мантру, которую я дам сейчас. Давайте я вам расскажу, что нужно представлять. В тот момент, когда вы начинаете представлять, у вас должно появиться намерение. Это намерение звучит следующим образом. Вы должны себе сказать: сейчас почитаю мантру и обрету работу. Эта мантра звучит так. Что нужно представлять? Представляете, будто вы человек, и на вдохе вот так делаете ручками, представляете, будто у вас очень много рук. Очень-очень много рук. Делается так, как у буддийского божества Швары. Поняли? И у вас много-много ручек. Можно, я уже взял. Можно при этом представлять, вы держите там ручку или держите ноутбук. Ну нет, не обязательно. Это делается 1, 2 и 3. Больше не нужно делать упражнения и представлять много ручек. Забыли об этих ручках. Когда забыли, взяли четки, и вам нужно прочитать круг. Ом дуале, дуале, зунди, соха. Мы вообще все делаем днем и ночью с открытыми глазами. Да, мы стараемся выполнять практики в утренние часы и днем. И стараемся это делать с открытыми глазами. Дело в том, что вечерние практики бессмысленно выполнять, так как они все сгорают в ночное время. Астральная энергия ночью палит наши программы, которые мы начитываем. Поэтому человек имеет возможность работать над собой только на протяжении дневного времени суток.
Образом можно использовать обряд. Сегодня я расскажу, и вы можете в дальнейшем использовать данный обряд, когда захотите. Итак, что необходимо сделать? Обряд выполняется следующим образом. Необходимо представить, будто вы видите большую такую равнину земли, на которой растет зеленая трава. И посредине этой равнины, где растет зеленая трава, вы видите узкую дыру, прямо уходящую под землю. Эта узкая дыра, она похожа на растянутую букву О с острым краем света. Ну вот так вот она выглядит, видите? Вот так. То есть вот так. Вот так. Вот так. То есть вот такую расщелину мы видим, можно уже, вот такую расщелину мы видим прямо посредине вот такой вот поляны. После чего мы представляем, будто берем того человека, который хотим, чтобы бросил пить, представляем, будто мы его держим рукой над этой расщелиной и начинаем трясти. И говорим: прочь иди, пьянка и гулянка. Прочь иди, пьянка и гулянка. И представляем, будто из него начинает течь кровь и жижа, которая падает прямо в эту землю. После этого не забудьте этого человека убрать, запечатать со словами «Ом Махум Хахохрим». И после чего выполняйте это каждый день. Делайте такой обряд ежедневно не менее 5-7 минут. Если это делать ежедневно, то уже на протяжении 1 недели вы увидите хороший результат. Существует ли какой-нибудь обряд или метод, который может помочь очень быстро всех примирить? Можете ли вы подсказать? Конечно же, конечно, я сделаю это с большим удовольствием. Такой обряд существует, выполнять его очень несложно. Как быстро помириться с человеком? 1. Как помирить между собой детей? 2. Как примирить между собой человека, который обижается, с человеком, на которого он обижается? Как сделать так, чтобы они даже на расстоянии начали друг друга любить, помирились, начали друг к другу хорошо относиться и так далее? Конечно, это все существует. Есть такой обряд, я о нем уже многократно говорил во время проведения своих вебинаров, тем не менее вы не хотите его запомнить. Давайте еще раз сегодня его скажу. Вот смотрите, перед тем как человек, или слушайте, перед тем как человек, допустим, приходит домой и знает, что дома его ждут с напряжением и возмущением, и возможно должен сформироваться и проявиться скандал, как он может магически повлиять на то, чтобы этого скандала не было? Я могу вам сегодня еще раз это сказать. Он должен представить, будто он заходит в квартиру и обнимается очень крепко с теми людьми, которые дома находятся. При этом он представляет, будто они прижимаются лицом или очень крепко его обнимают, или даже целуют. И после этого звонить тут же, и тут же будет примирение. Также необходимо и всех не любящих друг друга людей примирять между собой. Я представляю одного человека, который ругается, допустим, дочь, и отца, который ругается на дочь. И после этого я представляю, как они подходят медленно друг к другу и обнимают друг друга очень крепко. Не нужно представлять, будто они друг другу что-то говорят, как это необходимо делать. 1 представили, будто они встали, 2 представили, будто они обнимаются, 3 забыли об этом. И сделать вот таких, я их назову подходов, 3 или 4 или 5. Это и называется метод обнимашек. Вот таким образом, обнимаясь, можно научиться эзотерически влиять на тех, кто к вам плохо относится. Допустим, у вас есть человек, который должен подписать какой-то документ. Вы представляете, будто вы с этим человеком встречаетесь и крепко обнимаетесь. После чего входите к этому человеку, он подписывает ваши документы или идет на просьбу, которая должна быть. То есть, если вы хотите ориентировать мир на то, чтобы мир хорошо к вам относился, необходимо представлять того человека, который плохо к вам относится, как человека, который искренне вас обнимает и прижимает к себе. Вот так. Очень удобно. Здравствуйте, уважаемые господа! Я хочу вас пригласить на свой новый семинар, который называется «Деревенская магия». Информация, которая будет даваться мной в этом новом эзотерическом
магическом семинаре мной еще ни разу не освещалось. Очень интересная тема, которая посвящена жизни обычных людей, когда у каждого человека появляется возможность хоть немножечко изменить свою судьбу, используя магию. Как сделать так, чтобы не было приворотов, как сделать так, чтобы в семье все мирились, как сделать так, чтобы найти клад и сделать так, чтобы поле хороший давало урожай. Это и многое другое, много необычных обрядов, много необычных заклинаний, много необычных идей, которые я буду давать в деревенской магии, необходимы не только людям, которые проживают в деревне, они необходимы всем нам. Веселая, интересная, но при этом чрезвычайно эффективная магия. От посеять урожай, чтобы взошел, до остановить кровь, если порезался. Великолепная, невероятная, нетрадиционная эзотерическая система. Приходите на мой семинар «Деревенская магия».